Идею этого видео вы подсказали нам в комментариях. Кстати, в разделе «Сообщество» теперь есть постоянная тема, где вы можете делиться своими мыслями и идеями. Так мы сможем вместе сделать канал еще более полезным и интересным. Существует много инструментов для создания презентаций, включая бесплатные варианты с готовыми шаблонами. Они позволяют быстро собрать слайды и оформить их в едином стиле. Но теперь на помощь приходят нейросети. С ними можно делать презентации гораздо быстрее. Просто вводим тему, и алгоритм сам подскажет структуру, предложит тексты и даже оформление слайдов. В этом видео разберем несколько таких инструментов, посмотрим, как они работают и чем отличаются. Итак, первый инструмент — это Slides AI. В чем его главное удобство, на мой взгляд? Интеграция с Google презентациями. Это такая надстройка, которая появится в вашем аккаунте, которая позволит упростить работу с помощью искусственного интеллекта. В бесплатной версии довольно интересный функционал. Давайте его и посмотрим. Можно установить с официального сайта, что потребует доступа к вашему аккаунту в Google. Если у вас там есть конфиденциальная информация, конечно, лучше промотать это видео на следующий инструмент. А если вы готовы это делать, то смотрим дальше. Небольшие вводные, как найти Slides AI, и переходим в свой аккаунт. Выбираем Google презентации, можно открыть существующую или создать новую. Теперь идем в расширение. Здесь у нас появится Slides AI. С его помощью можно либо создать презентацию с нуля, либо править существующую. Давайте попробуем с чистого листа. Вначале небольшая анкета для сервиса, а потом можно приступать к работе. Шаг первый. Здесь можно просто написать тему, которая вас интересует, или более подробно описать то, что вы хотите. По сути, вводим промпт. С полным своим текстом и заранее подготовленными материалами работает только в платной версии. Править вручную, конечно же, потом можно. Давайте презентуем инвесторам свой бизнес-план по открытию кофейни. На втором шаге мы более подробно описываем то, что хотим увидеть. Выбираем тип презентации, например, бизнес-план или лекция. После этого аудитория, на кого будет ориентирован наш материал. Следом стиль изложения, пусть будет профессиональный. Ну и язык презентации. Можно сохранить настройки для будущих генераций. Следующий шаг – выбираем стиль. Будет ли это устная презентация или все же отправим получателям в письменном виде. От этого зависит, насколько подробным будет текст. Если устный формат, можно поставить ориентир по продолжительности. Выберу письменный. Создаются ключевые темы слайдов. Их можно менять местами, добавлять новые слайды, редактировать вручную или попросить и вовсе сгенерировать все заново. Теперь выбираем тему оформления из шаблонов. Можно добавить свое лого, чтобы персонализировать презентацию и указать способ выбора изображений – генерация или подбор среди бесплатных. Пока презентация создается, вашему вниманию обучающее видео, как потом вносить правки. Хорошая фишка. Есть чем занять время ожидания. Нравится. Презентация готова, давайте посмотрим. Все, что мы видим, можно править как в ручном режиме, так и с помощью нейросети. Первое – сгруппировать текст в блок. Просто жмем рядом с блоком, и можно выбрать автоматическое форматирование размера. В меню правок можно всегда поменять тему, добавить или изменить слайд, поработать с текстом, укоротить его, удлинить или переписать. Например, указать стиль или задать свой промпт. Также доступны генерации и подбор картинок. База обширна, можно искать, вбивая ключевые слова в строке поиска. Вставили картинку, теперь ее можно форматировать, менять размер и расположение на слайде. Все блоки также совершенно спокойно меняются. Про формат текста я уже не говорю, само собой. Ну и да, меню можно легко перевести на русский. Теперь что делать с полученной презентацией? Да, в принципе, все то, что и с документом в Google презентациях. Запустить слайд-шоу, сохранить, скачать, поделиться. Бесплатный тариф ограничен 12 презентациями в год. За $8 уже можно делать 10 в месяц. Ну а премиальный тариф уберет эти ограничения за почти $17 в месяц. Теперь следующий инструмент – Gamma. Сервис, который специализируется на создании презентаций. У него очень много возможностей и бесплатно дается 400 кредитов. Много это или мало? Давайте сейчас и посмотрим. Проходим регистрацию и начинаем работать. В отличие от Slides AI, тут уже можно добавлять и свой собственный текст, на основе которого будет сделана презентация, и даже загружать файлы и вставлять ссылки.
Попробуем генерацию с чистого листа. Вначале Gamma предлагает нам определиться, хотим мы сделать презентацию, страничку в сети, документ или контент для соцсетей. Бесплатно можем выбрать объем до 10 слайдов. Определяемся со стилем самих карточек и, конечно, выбираем язык. Русский в наличии. Идею презентации можно описать промптом, но давайте посмотрим из подсказок. Квантовая физика так квантовая физика. Для примера очень хорошо. Теперь создаем конспект. Тут тезисная разбивка на слайды. Обратите внимание, все кредиты пока на месте. Слайды можно править, удалять и добавлять. Теперь ждем саму презентацию. После генерации тоже будет небольшое обучение по главным функциям в правом нижнем углу. Что могу сказать? Получилось красивенько и содержательно. Даже котики есть, а это, как известно, существенный плюс. Тему всегда можно поменять. Среди инструментов есть шаблоны карточек, интеллектуальные макеты, основные блоки, изображения, диаграммы. В общем, все, что нужно. Форматирование текста – пожалуйста. Переписать с помощью нейронки – тоже. Можно уточнять своим собственным промптом, чтобы добиться лучшего результата. В левом верхнем углу правки слайда целиком. Особенно важна карта полного кровотечения. Шучу, такой уж перевод. И с помощью нейронки из этого меню также можно поработать с текстом, даже перевести. И с изображением тоже. Давайте его заменим. Симпатично. Кроме того, всегда можно добавлять слайды, менять их местами и вообще всячески трансформировать блоки внутри. Какие действия доступны с итоговой презентацией? Поделиться для совместной работы, отправить ссылку на веб-версию и, самое главное, скачать. Далеко не все подобные нейронки дают это сделать в бесплатной версии, особенно в формате для PowerPoint. Ну и в Google презентации тоже можно отправить. Интересно? Опубликовать на сайте. Просто жмем «Преобразовать» и получаем вот такую ссылку, которую потом можно будет кому-нибудь отправить. А выглядеть это будет вот так. На главной странице сохранится история созданных презентаций. И вот сейчас ответ на самый важный вопрос. На все, что я сейчас сделал, было потрачено 55 кредитов из 400 доступных, а ограничения убираются подпиской плюс за $10 в месяц. Каждый инструмент обладает своими преимуществами и недостатками. Одни предлагают больше настроек, другие удобнее в использовании, но могут иметь ограниченный функционал. Выбор, как всегда, остается за вами. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.